На дворе 2014 год. Любители гонок и их разновидностей играют на тот момент в недавно вышедший NFS Most Wanted, так как по сути других гонок в виде симулятора на тот момент и не было. Конечно, Forza Horizon первая часть уже существовала, но она была слишком сырой и не совсем той игрой, которую люди хотели видеть тогда. В те времена развивался очень сильно самп, всем известная San Andreas, где в основном все комьюнити состояло из более младшего поколения, выразимся так. Вспомнил! Геометрия, блядь! Люди брали элегии, придумывали споты, даже делали парный дрифт и снимали крутые ролики, так как по сути-то этим заняться негде было, ведь ни Assetto Corsa, ни Карыча еще не существовало. Наступает март 2014 года, а именно 6 число, день, когда разработчики под именем CarX Technologies выпускают игру, которая называлась в то время просто CarX Drift Racing. Игра дерьма ебаного. Релиз игры состоялся на многих платформах: Windows, iOS, Android, короче говоря, все популярное, что было на тот момент. На YouTube уже раньше можно было лицезреть кадры этой игры и понять, в чем будет заключаться ее суть. Тогда игра выглядела достаточно сыро, не было особо какой-то графики и физики, но это обуславливалось тем, что она вышла на всех платформах, то есть она была, так скажем, кросс-платформенной, но не кросс-платформенной. Короче говоря, ее сделали на телефон, а потом просто перенесли на компьютер и все. Сейчас, в настоящее время, мы уже можем наблюдать две уже релизнутые до конца доработанные игры. Ну как доработанные? Бывает, конечно, там неудачи и невезение, что-то там да и всплывет, ну как бы, бывает чё. Сейчас, на данный момент, CarX Technologies имеют два крупных проекта, которые между собой являются то ли конкурентами, то ли друзьями. Именно этим вопросом мы и займемся в сегодняшнем видео. Всем привет, я Catfish Studio, и сегодня мы попытаемся посмотреть на две, так скажем, одинаковые игры под разными углами и узнаем, в чем же разница. CarX Drift Racing Online и CarX Drift Racing 2 по сей день набирают популярность и в каком-то роде развиваются. Новые люди приходят, старые уходят, а кто-то постоянно мечется между онлайном и мобильной версией. Только вот в чем же разница между этими играми, раз мобильную версию игры портировали на компьютеры? Одно из самых значимых отличий — стоимость игры. CarX Drift Racing 2 вышла на все телефоны и стоит ровно 0 рублей. То есть вы заходите в свои Play Market, Google Play и App Store, пишите в поиск игру и скачиваете ее, после чего запускаете на телефоне и благополучно. Да ты чё? Но это тоже может быть, но в основном играете. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы вам порекомендовать свой телеграм-канал. Это да, мой телеграм-канал. Catfish Studio, ссылки в описании, в телеграме моя личная жизнь, уведомления о стримах. Кстати, стримы у нас на Твиче, заходите на Twitch в поиске, пишите Catfish STD, вот это вот картиночка, и фолловитесь. Там я стримлю CarX, Корусу, разные стрелялки, покатушки, ИРЛ, все подряд. Тут моя личная жизнь, подписывайтесь, все ссылки в описании. Всем приятного просмотра, жду вас в телеграме. CarX Drift Racing Online является платной игрой, которую сейчас можно приобрести по, я бы не сказал, что соответствующей качеству игре стоимости, но это уже другой вопрос. Раньше, кстати, оно стоило 199 рублей, это я так, к слову, пришлось. В бесплатной версии игры, ну это на мобилке, которая есть, так скажем, какая-то линия, по которой вам придется двигаться постоянно, день изо дня заходить в игру, чтобы получать валюту и открывать новые машины, принимать участие в разных ивентах, где вам дают также награды и разные плюшки. Именно за счет этого движения по линии, развития в игре, другими словами, человек испытывает интерес к игре. Он со временем начинает понимать, что как устроено, как рулится машина, что и в какой момент нажимать, чтобы оно ехало по дороге, а не в столб. Человек развивает свой скилл, идя по линии развития в игре. Грубо говоря, с часами гринда в DR2 он повышает свой скилл и подогревает интерес к игре, ставит цели и их добивается. В CarX Online ситуация совсем иначе. На ПК человек платит деньги за игру, скачивает ее, играет 50 часов, понимает, что надо донатить еще на DLC, чтобы по Питеру какому-нибудь покататься или тоге. Нихуя не понимает, как парно дрифтить и чего тут вообще можно добиться и развить собственно в этой игре. После чего идет на YouTube, видит всяких блогеров, пишет МВК, мол, научи играть, где ему предоставляют краткий гайд об этом, которому, соответственно, он следует. 1-0 в пользу мобилки, в ней есть смысл играть. Что CarX Online, что мобильная версия по стопам других игр постоянно обновляется и наполняется контентом. Люди в компании работают, получают деньги за это, но, видимо, занимающиеся контентом в CarX Online работники получают куда меньше зарплату, чем в мобильном отделе, так как, сравнивая обновления и тестовые версии игр, можно с уверенностью отдать еще одно очко, лучше, наверное, скажу балл, в пользу мобилки, так как в Drift Racing 2 каждое обновление является достаточно крупным. Машины,
машины, физика, настройки, плюшки, ватрушки, короче, реально много всего, чему можно порадоваться, зайдя в игру в первые после апдейта. Чего не скажешь про Карыч онлайн. В онлайн-версии из контента, собственно... да. Но вы поняли. 2-0 в пользу мобилки. Тут есть контент и обновы. Дрифт — это спорт. Здесь это киберспорт, а киберспорт — это турниры, то бишь желание играть лучше и повышать свой скилл. Что касается мобильной версии, турниры в ней ехать может далеко не каждый, так как здесь есть та линия, про которую я говорил в начале. И чтобы начать играть в турниры, вам сначала придется прокачать ваш аккаунт, то бишь получить крутые и мощные машины с моторами и их настройками. В CarX Online все иначе и куда проще. Купил игру, зашел, потренировался, настроил машину и все, вперед. Поехал в бой занимать тумбу. Здесь Карыч на ПК и зарабатывает свой первый балл. 2-1 в пользу мобилки. Карыч на ПК куда проще для соревнований. Парный дрифт равно турниры. Турниры равно свои правила равно регламенты для участия. Зайдя в игру с желанием катать парный дрифт и соревноваться, CarX Online идеально вам подойдет. Чего не скажешь про мобильную версию. В ПК-версии Карыча существуют свои регламенты на турнирах. К примеру, ширина покрышек и их радиус относительно массы машины. Огромное количество автомобилей в бане, так как игроки перепробовали все, что можно, и соответственно оценили. Чего не скажешь про мобилку. В мобилке ты можешь поставить любое колесо, любой профиль и ширину. Хорошо, хоть по покрышкам регламент придумали. Уже хорошо. Тир 5 автомобили там вообще все в бане, так как у них там супер огромный выворот и едут они в больших углах по неизвестным причинам и неприлично быстро. Еще 1 балл в пользу Карыча онлайн. 2-2, счет сравнивается. CarX Online более сбалансированный в плане турниров. Поимев желание проехать соревнования в обеих или обоих, в мобилке и в Карыче онлайн, вы ищете соответственно их. Поиск турниров в этих играх одинаков. Что в мобилке, что в онлайн, вы их найдете. Только если вам ссылку кто-нибудь кинет. Казалось бы, игры идентичные и одинаковые, но насколько же отличается реализация парного дрифта и соревнований в них. В мобильной версии Карыча парный дрифт состоит из заезда, на проезд которого вам дается целых 5 попыток. Вы кидаете заезд другому игроку, едете лидером 5 попыток, после чего едете за призраком, оппонентом тоже 5 попыток, после чего игра выбирает лучшую. То есть заезды ведутся не в прямом эфире, не в реальном времени. Вы едете с призраком, который просто имеет физическую модель хитбокса. В CarX Online весь парный дрифт состоит из дрифта в реальном времени. То есть вы зашли на сервер, вызвали на дуэль человека и в реальном времени, повторяюсь, едете и лидером, и преследователем. У вас по одной попытке. Если ты словил столб, значит ты словил столб. Больше попыток нет. Соревнования проходят абсолютно так же. В мобилке по этим-то вот 5 постоянным заездам, где каждый может улучшить свой заезд с каждой попыткой, в онлайн-версии Карыча вы едете лидером 1 раз, едет преследователем 1 раз, прям как в жизни. А что квалификации касается, это просто пиздец. По-другому я сказать не могу. В мобильной версии это ужасно. Игроки просто записывают свой экран и едут неограниченное количество попыток, пока просто не проедут подходящую под ТЗ. Вы представляете, какая там конкуренция? Люди могут по 2 дня квалификацию сидеть у себя в подвале и записывать, тыкая в телефон, в тот момент как в онлайн Карыксе вам дается, как и в жизни, просто 2 попытки и все. Старту по готовности. За это CarX Online получает еще 1 балл в свою копилку. 2-3 в пользу CarX Online. Заезды в реальном времени куда круче и эмоциональнее, чем повторы. Сейчас вы можете наблюдать мобильную версию игры. Абсолютно чистая, стандартная игра, которую может установить любой обладатель смартфона. Согласитесь, для мобилки графика уж очень неплохая. Я бы сказал, сверхъестественная даже. А сейчас показываются кадры из абсолютно чистой на компьютере игры, которую также может скачать любой обладатель компьютера. По мне так, в мобильной и компьютерной игре графика почти одинакова. Я бы сказал, в мобильной игре она даже где-то лучше, так как для мобильного устройства с его маленьким разрешением экрана это реально круто, по сравнению с CarX Online, где у нас на Unity размытие в движении нормально даже по сути не работает и вызывает артефакты. 3-3. Мобильный Карыч получает в свою пользу балл за счет графики. Что мобильная версия, что компьютерная могут похвастаться большим количеством карт. Но в CarX Online есть такие вещи, как моды, за счет которых игроки могут сами воплощать трассы из реальной жизни в игре. Скажем так, в ПК-версии ты захотел, допустим, Сочи Дрик конфиг, сел как говорится, открыл там, я не знаю, что там открывают эти программисты, карточные блендеры, Visual Studio и погнал. За счет модов в CarX Online на ПК вы можете менять карты, погоду, оптимизировать игру, если у вас слабое железо, кастомизировать машины и настраивать их. В мобильной версии игры всего этого нет, и игрокам очень часто надоедают одинаковые конфиги, а по сути дела деваться-то и некуда, только лишь надеяться на разрабов, когда они уже выпустят карту. По мне, CarX
CarX Online заслуживает еще 1 балл, 3-4 в пользу ПК-версии CarX. CarX Technologies, по сути дела, такая компания, которая просто набрала людей, и они за зарплату делают свою работу, а эта работа вся вместе выливается уже в игры, в которые мы с вами играем, то есть CarX Online и DR2. Что CarX Online, что Drift Racing 2 приносит деньги, так как мобилка имеет рекламу, а онлайн-версия просто стоит денег. По сути дела, игры-то одинаковые, да? И развиваться должны одинаково, но, увы и ах. В CarX Drift Racing 2 я играю примерно 1,5 года, и за это проведенное мною время игра просто кардинально поменялась. В игре добавляются соревнования, ивенты, делаются качественные обновления, контент, фиксы, оптимизация, все-все-все. Игра прям видно развивается, и с каждой обновой прям в нее хочется зайти. CarX Online нас может порадовать. Именно. В этой игре что не обнова, то траур. В игру играю примерно полгода, и за эти полгода, кроме снега в гараже, новых багов и неработоспособности модов с новой версии игры, я абсолютно ничего не увидел. Извините, забыл. Топ-32 не работающий еще добавили, от которого сервера легли сразу. Но это ладно. Конечно, были какие-то супер крупные обновления, где добавляли вестгейт, там отражение, оптимизацию делали, но все равно. В общем-то говоря, мобильная версия игры живет, развивается и движется вперед по сравнению с CarX Online. Мне кажется, это видно прям невооруженным взглядом. 4-4. Мобилка сравнивает счет. Ну что, господа, остается 5-й, последний заключительный балл, который мы отдаем одной из игр, и она побеждает. Последний голос, определяющий победителя, я, пожалуй, оставлю именно вам, так как каждому нравится та игра, в которую он играет, от которой он получает кайф и удовольствие, поэтому этот голос будет за вами. По ссылке в описании, в комментариях вы сможете перейти на голосование в моей группе ВК, которое будет бесконечным, и оставить свой голос. Какая игра, по вашему мнению, круче? Также пишите в комментарии на ютубе, какой игре вы отдадите голос и почему. CarX Technologies в любом случае молодцы, что выпустили в мир такие игры, как CarX Drift Racing на разные платформы. И, наверное, борьба между ними будет происходить бесконечно, так как каждая из игр уникальная чем-то своим, тем, что захватывает каждого из игроков. Вы были на канале Catfish Studio, подписывайтесь на канал, жду ваши комментарии, ставьте лайк к ролику и бейте в колокол уведомлений, чтобы не пропускать новые ролики и новости. Всех обнял, поцеловал и всем пока-пока.